Глава 19. В гостях у Смекайлы. Смекайла стоял у открытого окна своего кабинета и, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел вдаль. Волосы его были гладко зачесаны назад, густые черные брови, которые срослись на переносице, были насуплены, что придавало лицу глубокомысленное выражение. Он даже не пошевелился, когда в комнате появились трое наших друзей. Бублик громко поздоровался с ним, представил ему Винтика и Шпунтика и сказал, что они приехали за паяльником. Но Смекайла продолжал смотреть в окно с таким сосредоточенным видом, словно старался поймать за хвост какую-то чрезвычайно хитрую, умную мысль, которая вертелась у него в голове и никак не давалась в руки. Бублик смущенно пожал плечами и с усмешкой взглянул на Винтика и Шпунтика, как бы желая сказать: «Вот видите, я говорил вам». Наконец Смекайла как будто очнулся от сна, повернулся к вошедшим и, важно растягивая слова, сказал мягким, приятным голосом: «Привет! Привет! Прошу прощения, мои друзья. Я, так сказать, незримо отсутствовал, перенесясь воображением в другие сферы». Смекайла назвал он себя и протянул Винтику руку. Винтик пожал его мягкую, точно котлета, руку и тоже назвал себя. «Смекайла», — повторил Смекайла бархатным голосом и плавным жестом протянул руку Шпунтику. «Шпунтик», — ответил Шпунтик и тоже пожал котлету. «Смекайла», — произнес в третий раз Смекайла и протянул руку Бублику. «Да мы с вами уже знакомы», — ответил Бублик. «Ах, да, ведь это Бублик!» Состроив удивленное лицо, воскликнул Смекайла. «Привет, привет! Прошу садиться, друзья». Все сели. «Так, вы уже познакомились с этим Шрубчиком?» — спросил Смекайла, доказывая своим вопросом, что хотя он и незримо отсутствовал, перенесясь в другие сферы, все же расслышал, о чем говорил Бублик. «Он вам, должно быть, показывал свои откидные столы и стулья? Хе-хе-хе!» Винтик утвердительно кивнул головой. У Смекайлы на лице появилось насмешливое выражение. Словно испытывая удовольствие, он потер руками коленки и сказал: «Хе-хе, эти изобретатели все чудаки. Ну скажите, пожалуйста, к чему все эти откидывающиеся столы, откидывающиеся шкафы, опускающиеся гамаки? Мне, например, гораздо приятнее сидеть на обыкновенном, удобном стуле, который не подскакивает под вами, как только вы встали, или спать на кровати, которая не ездит подо мной вверх и вниз. К чему это, скажите, пожалуйста? Кто может заставить меня спать на такой кровати? А если я, так сказать, не хочу, не желаю?» «Да никто ведь и не заставляет вас», — сказал Бублик.
Шурупчик – изобретатель и старается усовершенствовать все, что под руку попадется. Это не всегда бывает удачно, но у него много полезных изобретений. Он мастер хороший. Я и не говорю, что он плохой, возразил Смекайло. Он, если хотите знать, очень хороший мастер. Да-да, нужно сознаться, отличный мастер. Он сделал для меня замечательный барматограф. Что это за штука, барматограф? Спросил Винтик. Говорильная машина. Вот, взгляните. Смекайло подвел своих гостей к столу, на котором стоял небольшой прибор. Этот ящичек или чемоданчик, как хотите назовите, имеет сбоку небольшое отверстие. Достаточно вам произнести перед этим отверстием несколько слов, а потом нажать кнопку, и барматограф в точности повторит ваши слова. Вот, попробуйте, предложил Смекайло Винтику. Винтик наклонился к отверстию прибора и сказал: «Винтик, винтик, шпунтик, шпунтик». «И бублик», — добавил Бублик, наклонившись к прибору. Смекайло нажал кнопку, и барматограф, к общему удивлению, зашепелявил гнусавым голосом: «Винтик, винтик, шпунтик, шпунтик». «И Бублик». «Для чего же вам эта говорильная машина?» — спросил Шпунтик. «А как же!» — воскликнул Смекайло. «Писатель без такого прибора, как без рук. Я могу поставить барматограф в любой квартире, и он запишет все, о чем говорят. Мне останется только переписать. Вот вам повесть или даже роман». «Да чего же это все просто!» — воскликнул Шпунтик. «А я где-то читал, что писателю нужен какой-то вымысел, замысел». Замысел!» — нетерпеливо перебил его Смекайло. «Это только в книгах так пишется, что нужен замысел. А попробуй задумай что-нибудь, когда все уже и без тебя задумано. Что ни возьми, все уже было. А тут бери, прямо так сказать, с натуры, что-нибудь да и выйдет, чего еще ни у кого из писателей не было. Но не каждый ведь согласится, чтобы вы у него в комнате поставили барматограф», — сказал Винтик. «А я это делаю хитро», — ответил Смекайло. «Я прихожу к кому-нибудь в гости с барматографом, который, как бы убедились, имеет вид чемодана. Уходя, я забываю этот чемоданчик под столом или стулом, и потом имею удовольствие слушать, о чем говорят хозяева без меня». «О чем же говорят? Это очень интересно», — сказал Шпунтик. «Да чрезвычайности интересно», — подтвердил Смекайло. «Я даже сам не ожидал. Оказывается, ни о чем не говорят, а просто хохочут безо всякой причины. Кричат петухом, лают по-собачьи, хрюкают, мяукают». «Удивительно!» — воскликнул Винтик. «Вот и я говорю, удивительно!» — согласился Смекайло. «Пока сидишь с ними, все разговаривают нормально и рассудительно, а как только уйдешь, начинается какая-то чепуха. Вот послушайте вчерашнюю запись. Я был у одних знакомых и после ухода оставил барматограф под столом. Смекайло повертел какой-то диск, имевшийся под крышкой чемодана, и нажал кнопку. Послышалось шипение, раздался удар, словно захлопнулась дверь. Стало
на минуту тихо. Потом вдруг раздался дружный смех. Кто-то сказал «под столом». Послышалась возня, снова раздался смех. Кто-то закукарекал, кто-то замяукал, залаял. Потом кто-то заблеял овцой. Кто-то сказал «пустите меня, я покричу ослом». И начал кричать «Ио! И-о! А теперь жеребенком! И-го-го! И-го-го!» Снова раздался смех. «Вот видите, то есть слышите?» — развел Смекайло руками. «Да, из этого много не возьмешь для романа», — рассудительно сказал Винтик. «Я вам открою секрет», — сказал Бублик Смекайле. «В городе уже все знают про этот барматограф. И как только вы уйдете, нарочно начинают кричать в эту машинку разную чепуху». «Зачем же кричать чепуху?» «Ну, вы хотели перехитрить их, а они перехитрили вас. Вы хотели подслушивать, что говорят без вас, а они сообразили и нарочно пищат да хрюкают, чтобы посмеяться над вами». Смекайло насупился. «Ах так! Ну ничего, я перехитрю их. Буду подсовывать барматограф под окна. Эта машинка еще себя оправдает. А вот полюбуйтесь, что это, по-вашему?» Смекайло показал посетителям какое-то неуклюжее сооружение, напоминавшее не то сложенную палатку, не то зонтик больших размеров. «Должно быть зонтик», — высказал предположение Шпунтик. «Нет, не зонтик, а складной, портативный, писательский стол со стулом», — ответил Смекайло. «Вам, к примеру, сказать нужно описание леса. Вы идете в лес, раскладываете стол, садитесь с удобством и описываете все, что видите вокруг. Вот, попробуйте, сядьте», — предложил он Шпунтику. Смекайло нажал кнопку на ручке предполагаемого зонтика, и сейчас же зонтик раскинулся, превратившись в небольшой столик со стульчиком. Шпунтик уселся за стол, для чего ему пришлось самым неестественным образом скрючить ноги. «Вы испытываете удобство», — говорил между тем Смекайло, «и сразу чувствуете вдохновение. Сознайтесь, что это гораздо приятнее, чем писать, сидя на траве или голой земле». Шпунтик не испытывал ни удобства, ни вдохновения. Наоборот, он чувствовал, что у него начинают зверски болеть ноги. Поэтому он решил поскорее перевести разговор на другое и, вылезая из-за стола, спросил: «Скажите, пожалуйста, а какую книгу вы написали?» «Я не написал еще ни одной книги», — признался Смекайло. «Писателем быть очень трудно. Прежде чем стать писателем, мне, как видите, пришлось кое-чем обзавестись. А это не так просто. Сначала мне пришлось ждать, когда будет готов портативный стол. Это растянулось на долгие годы. Потом я ждал, когда сделают барматограф. Вы знаете, как мастера любят тянуть и задерживать. В особенности этим отличается Шрубчик. Представьте себе, он 2,5 года только обдумывал, как сделать этот прибор. Ему-то ведь все равно, могу я ждать или не могу. Он не понимает, что у меня творческая работа. Конечно, барматограф — сложный прибор, но зачем усложнять
и без того сложную вещь. А он разве усложнял? Сочувственно спросил Винтик. Конечно, усложнял. Стал делать не просто барматограф, а какой-то комбинированный барматограф с пылесосом. Скажите, пожалуйста, зачем мне пылесос? На это ушло лишних 1,5 года. Ну ничего, махнул Смекайло рукой. Теперь это у меня есть, не достает пустяков. Хорошо бы придумать такую машину, которая могла бы за писателя думать, сказал Шпунтик. Вы правы, согласился Смекайло. Увидев в окно, что солнце начинает склоняться к закату, наши друзья стали прощаться. Получив паяльник, они вышли на улицу. Винтик сказал: «Пора нам отправляться назад. Боюсь, как бы нас не застала ночь в пути». «Ничего, братцы, я вас мигом докачу на машине. Но не мешало бы сначала подзакусить», — сказал Бублик, и повез Винтика и Шпунтика к себе обедать. Мы вместе прочитали еще одну главу удивительной сказки. Если тебе понравилось, ставь палец вверх под видео и подписывайся на канал, чтобы услышать новые сказки